DJI Pocket 3. Реально сделали DJI на этот раз классную камеру. Первый Pocket был у меня, не делал я на него обзор, так как не вызвал он у меня, наверное, тех впечатлений, которые я ожидал от покупки той камеры. На тот момент это давно уже было, не было у меня возможности монтировать видео в 4К. Сейчас эта возможность есть, и эта камера, можно сказать, универсальный полностью вариант, который подойдет для съемок любого контента. Первое, что должен понимать ты, когда будешь эту камеру покупать или же выбирать, собираешься камеру для съемки, что эта камера реально снимает видео классно при недостаточной освещенности. В общем-то, я эту камеру для этого и брал, чтобы не заморачиваться лишний раз с освещением. Недостаточная освещенность в автомобиле. В основном GoPro, на айфоне картинка уже сыпется, требует дополнительного какого-то освещения. Сейчас на микрофоны встроенные пишу звук. Сразу отпадают у тебя, то есть надобность вот этих светильников дополнительных, какого-то освещения при съемках, например, там, где нужно подснять быстро и недолго. Что еще нравится, что угол широкий, вот для видеообзоров, например. При том, что угол широкий, у тебя хорошая качественная картинка. Опять же, при недостаточной освещенности. Какие-то видеообзоры делаешь, не нужно тебе дополнительных осветительных приборов. И при этом в айфоне, когда переключаешься на широкий угол, то картинка уже совсем некачественная получается. Требуется хорошего света. Тебе не нужно заморачиваться со светом. Эта камера реально классно снимает при недостаточной освещенности. Там, где картинка, вот на iPhone я сейчас снимаю, даже в домашних условиях при искусственном достаточном свете у айфона картинка может сыпаться. У этой камеры такого не происходит. Потому что здесь установлена дюймовая матрица. Из всех покетов это самая большая матрица. Ну, из всех таких travel камер, которые есть сейчас на рынке. Из всех смартфонов с хорошим качеством съемки видео. На Pocket 3 самая большая матрица установлена. Поэтому на нее попадает много света. И при недостаточной освещенности в итоге получается хорошая качественная картинка. Ну и это трехосевой механический стабилизатор. Стабилизация в этих камерах также на высшем уровне. Очень классно камера фокусируется. Вот у меня есть камера Fujifilm XS10, кажется она называется. То с фокусом там реальные проблемы. Так, общий план она снимает хорошо, но если что-то нужно сфокусировать, то та камера, конечно, просто проблемно работает. Pocket 3 даже имеет функцию, там у него очень много настроек, имеет функцию, так называемую демонстрация товара. То есть ты даже включаешь этот режим и резко, она и так работает хорошо, в общем-то, без включенной там функции. Но при той функции у тебя сразу происходит фокусировка на тот объект, который ты поднес перед камерой. Общий план камера снимает, вот ты если в центре попадаешься, то задний план будет размытый. Немного, но размытый. Ну, это тоже классно смотрится, если ты снимаешь какие-то видео, там, блоги, идешь по улице. Ты в фокусе получаешься, люди, проходящие рядом, то будут, как расфокусировка на лицах, что, в общем-то, и есть хорошо. Картинка при достаточной освещенности, при ярком свете, уличная картинка с этой камеры очень классная. Просто суперовое качество, детализация. Минусы, наверное, небольшие минусы, это ее цена на сегодня. Понятно, все, что новое, качественное выходит, оно сразу имеет большую стоимость. И второй минус, я не знаю, минусом это можно назвать или нет, тем, кто не снимал на стабилизаторы, на вот такие трехосевые механические, то непривычно будет снимать этой камерой. Но потом ты приучишься. Плавное ее вот это поведение. Кстати, можно и переключать там режимы поведения именно стабилизатора. Но в некоторых моментах оператор неопытный теряется. То есть камера смотрит в другую сторону, он снимает туда. Думает, что она снимает там. Плюс какой огромный дисплей сделали. По сравнению с тем, что было, дисплей, конечно,
большой. Что еще по экрану вот этому поворотному? Ну, посмотрим дальше, как он будет эксплуатироваться. Понятно, что эта камера не экшен, прыгать с ней там на байке и все остальное ты не будешь. Это travel камера. И очень классно для обзоров. Вот я ее сейчас со дня покупки, я ее использую даже для записи видеообзоров на столе предметов, камер видеонаблюдения, видеообзоры автомобилей в салоне. И очень классно, когда в автосалоне темно, в автомобиле недостаточная освещенность, не надо дополнительный свет. Эта камера отлично справляется при недостаточной освещенности. У нее также есть и там режим ночной, даже ночью она, ну, в полной темноте никакая камера не видит без дополнительного какого-нибудь света. Или же ИК-фильтра и инфракрасных светодиодов. Но это уже камеры видеонаблюдения обладают этим. А чуть-чуть света попадает на матрицу, и эта камера будет лучше видеть, чем все остальное, что сейчас используется на рынке. Минус по цене, соответственно, комбо-комплект стоит дорого. Нужно ли покупать комбо-комплект? Ну, если ты располагаешь такими деньгами, и ты готов сразу вывалить за эту камеру такую сумму, сколько она там сейчас стоит, не знаю, напишите в комментариях, то ты можешь покупать, конечно, комбо-комплект. Я не покупал комбо-комплект и даже не пожалел, потому что то, что в него входит, половину или даже большую часть я бы не использовал. Что в комбо-комплекте ценится, так это микрофон дополнительный, беспроводной, который идет к ней. Вот такой бы микрофон DJI Mic 2 шел бы в комплекте, в комбо-комплекте. Дополнительный идет аккумулятор, застегивающийся снизу, который также можно купить отдельно на Алиэкспрессе, заказать. Ну, он тебе понадобится, если ты будешь записывать видео продолжительные, долгие, часовые, там 2-3 часовые. Если ты какой-то видеообзор делаешь вот в пределах там часа, наверное, то я не садил ее до конца. Я ее высаживал максимум до 50%. То есть мне вот этот аккумулятор за сумасшедшую сумму не нужен. Соответственно, что там еще? Ручка такая шла. Но у меня была ручка такая. Ой, трипод. Был. Его можно докупить также за смешную стоимость. Что в комплекте в этом, в обычном? Сама камера идет. Куча бумажек. Коробка такая. И... кабель, наверное, что ценное самое идет. Что тут еще? А, и шнурок. Темляк. Кабель, кстати, Type-C, Type-C. И камера имеет возможность быстрой зарядки. И да, она заряжается очень быстро. Когда подключаешь ее на быструю зарядку, буквально с 0 до 100% она может зарядиться за 15-20 минут. То есть не нужно там на ночь ставить. Быстрая зарядка также имеется. Ну и медленный вариант обычной зарядки. 5-вольтовым блоком питания обычным от твоего смартфона заряжается. И вот что еще такой шел с ней. Чехол. Ну, я не знаю, его, ну, как-то он качественный, все, да, вроде бы. Но его использование под вопросом. Ну, что он защищает. Но уже к этой камере идет варианты докупить, возможно, на Алиэкспрессе. Вот такие вот варианты. Какие-то конторы, ну, уже выпускают различные кронштейны к ним, защитные чехлы. И, наверное, это будет более правильный вариант, более удобный. Вот такой вот вариант. Здесь все закрыто, от излома как бы защищено, и защищен сам экран. Поэтому я ссылку оставляю, кому может нужно, кто не видел, то можно покупать. Использую я ее каждый день. То есть все последние обзоры, что 4К, вот вы видите на моем канале, наверное, сколько я ее использую, наверное, уже пару месяцев, а то и больше. Что они улучшили по сравнению с Pocket 1? Смотрите, вот Pocket 1. Тут, наверное, более правильный шел чехол такой, тубус в комплекте с ней. Смотрите на Pocket 1. Какой был Pocket 1 и какой сейчас Pocket 3. Pocket 2 точно такого размера.
В этом покете первом 4К 60 кадров в секунду уже видео было, можно было делать. Трехосевой стабилизатор также работал. Также функция трекинга лица была за предметом. Кстати, в этой также есть, можешь кликнуть 2 раза по экрану на лицо свое. И куда бы ты ни направлял камеру, она следит за твоим лицом. Вышел ты, пропал из кадра, зашел опять в кадр, она тебя опять, твое лицо словила и следит за ним. Также за предметом можно. Кликнул рамкой, выделил предмет, автомобиль, например. Ходишь вокруг автомобиля, она взяла этот объект в рамку и поворачивается, держит его в центре. Что здесь было? Маленькая матрица и при недостаточной освещенности, опять же, вот эта проблема с картинкой. Что нужно дополнительный свет. Ну и картинка откровенно была такая не очень хорошая. При достаточной освещенности, ну да, можно сказать, что картинка с этой камеры такая, ну уже с этой, конечно, не сравнить. Дисплей маленький, экран маленький. Минус, да, но сама камера маленькая, посмотрите она какая. Можно было ей скрыто снимать. Вот так, выглядывает у тебя из руки что-то. Мало кто понимал, что это выглядывает. С этой камерой уже так не получится, но зато здесь огромный плюс, что куча нового всего и более качественная, как видео, так и аудио. И, кстати, в этой камере еще был огромный минус. Это микрофон. Микрофон очень слабый, встроенный один микрофон был, и не было возможности подключать внешние микрофоны. Но опять же, переходники продавались. Для подключения петлички можно было. Сюда потом городишь еще беспроводной, например, какой-то приемник. К нему еще подключаешь там уже микрофоны. Ну, то есть городить надо было огород. В этой камере уже сделано улучшение. Уже здесь раз микрофон, 2 микрофон, 3 микрофон, и здесь возможно еще 4. И есть возможность даже в настройках, какой микрофон активировать. Или по кругу, или какой-то там тыловой, задний, такие вот моменты. Звук очень классный, даже без подключенного какого-то выносного микрофона. Встроенный Wi-Fi уже есть. Для этой камеры, чтобы по Wi-Fi, нужно было вот такой модуль еще докупить. Тогда ты подключаешь вот так вот, ставишь ее. И потом находишь ее через приложение, по Wi-Fi заходишь на камеру. То есть нужно было докупать адаптер. В этой камере уже встроенный Wi-Fi, встроенный Bluetooth. Все есть. И вот такие микрофоны ты можешь также, если не комбо-комплект покупал, покупать отдельно. Показывал я вам видео. Купил я также не комбо-комплект, а один передатчик, один микрофон. Передатчик можно этот комплект подключать к другим камерам. А если используешь чисто Pocket 3, то этот микрофон к ней подключается напрямую. Запоминает ее. И при подключении автоматически включаешь микрофон, включаешь камеру, микрофон автоматически подключается к камере. Второй микрофон также. Это точно такой, только в белом корпусе. Также я его подключил к этой камере, и она сразу два микрофона видит. И поддерживает подключение 2 беспроводных микрофонов DJI Mic 2. Карту памяти купил на 128 гигабайт. И здесь момент, нужна качественная карта памяти. Ну, не все карты памяти ей подходят, нужно с высокоскоростную. Купил SanDisk, вот такую вот. Возможность съемки как с руки, так же и с автомобиля. Возможности там креплений куча сейчас идет. Просто вариантов на Алиэкспрессе различных креплений, как для автомобиля, на присоске. Ставил я на торпедо автомобиля, снимал в ходу. Также в пасмурную погоду ехал, снимал. В солнечную погоду ехал, снимал. Классная картинка в итоге получается. Вопросов как бы нету. Есть возможность также зумирования. Кликаем, переключаем. Но это цифровой двухкратный зум. Что-нибудь чисто приблизить так.
с потерей качества. Но если в 4К 60 будешь снимать, то качество не так будет теряться. Куча различных настроек. И также эта камера подойдет тем, кто любит красить видео. D-Log есть, возможность в формате снимать. Фильтра продаются к ней на объектив. Но что мне нравится в этой камере, что в автоматических настройках она также классно снимает. Если ты не разбираешься и не хочешь разбираться. Ну вот как я. Мне нужно, чтобы я камеру включил без дополнительных настроек. В автомате она работала в любую погоду, при любой освещенности. И это многим нужно, я знаю. Да, еще ж вот такое. Жопка такая к ней шла. В комплекте это идет. Наверное, уже нужно было где-то здесь резьбу все-таки сделать. Жопка это в основном из-за резьбы. Ну, с ней и удобней. Потому что держать так камеру неудобно саму. А вот если вот так держать с этим удлинителем, то уже удобней. Из-за резьбы штативной. Переносится порт зарядки или же подключения, что ты сюда хочешь подключить микрофон. Петличные микрофоны также продаются с Type-C переходником. Вот у меня есть, я докупил, но то такое, проводной, если нужно. И вот такая жопка есть, подключаемая, отключаемая. Куча вариантов по креплениям. Такое вот приобрел, но здесь было закрыто. Но я так и не понял, как можно этот кронштейн было одеть на камеру, чтобы джойстик прошел сюда. Я просто пропил, сделал вот такой. И ты можешь эту камеру уже крепить, ну в дальнейшем уже использовать различные там GoPro-шные крепления, так называемые. Вот сюда и пошел уже. На присоску уже использовал я, очень классно, кстати. Вот это все подходит. Также заказал еще вот такой вот вариант. Также прикольно, магнитное крепление. Так, да, это что? Вчера же я его получил и открывал. Магнитное крепление, смотрите. Вот это магнит, магнитная пластина, неодимовый. Вот, часть вот эта. Тут резина, подушка резиновая. Сюда запускаешь камеру. Вот так, закрываешь. Вот так вот. Все четко закрывается. Получается вот такой кронштейн. На железо крепишь и очень классно закрепляется. Хоть на автомобиль ты закрепишь, ну, на гладкую поверхность желательно. Хоть на какую-то металлическую поверхность. Идешь где-то, труба, турники, может ты себя хочешь снимать там на спортивной площадке. Раз, закрепил с возможностью регулировки, например. Ну, здесь регулировка не нужна, потому что осмо будет, то есть само поворотное устройство будет следить за тобой, если ты автотрекинг поставил лица или объекта. Камера на быстром креплении на металле поворачивается за тобой, следит, пишет. И очень классно, что вот этими микрофонами беспроводными ты можешь управлять и записью камеры. Один раз нажал на кнопку выключения, запись включилась. Отключилась. И на большом расстоянии ты сможешь управлять. То есть эта камера, еще в чем ее плюс, что она или же на штативе установлена, или же вот на таком магнитном креплении где-то. Она заменяет тебе оператора. С автотрекингом ты ходишь, камера за тобой следит, записывает, удаленное управление. То есть заменяет тебе полностью человека. Также она имеет функции веб-камеры, можно с нее прямые трансляции там в YouTube вести, вертикальная съемка, также вот включил ты ее и ролики, рилсы, там, шорты для Инстаграма, для ТикТока, все это можно снимать в формате 3К 60 кадров в секунду, также классно, с классным звуком. Тут же по Wi-Fi подключился на смартфон. На смартфон забрал с нее, с картой памяти, ролики беспроводным путем. То есть все эти моменты, все это есть. Камера, современный вариант. И, в общем-то, что от нее ожидаешь, то и получаешь. По остальным моментам дальше буду какие-то негативные, может, моменты, что-то буду, что появится. Также буду делать видео, потому что это, ну, не обзор, а именно я этой камерой пользуюсь, я ее владелец и показываю вам, рассказываю. Поэтому сразу при покупке, при распаковке и видео не делал, а какое-то время прошло, ознакомился, показал, рассказал.
пользуюсь. На сегодня все. Подписывайтесь на канал и также пишите свои комментарии по этой камере. Может, кто владелец, пользуется. Вопросы задавайте, на что смогу, на то и отвечу. То, что знаю, то и подскажу. Всем удачи и до следующих видео. Кстати, на вот это все оставляю ссылки в закрепленном комментарии, там в описании заходите. На камеру тоже на Алиэкспрессе они продаются уже. Есть такие вот варианты. На микрофоны, на все, что было в видео, что вам показываю, чем пользуюсь. На все оставлю ссылки для заказа. Всем удачи, до следующих видео.